Добрый день, друзья! Сегодня продолжение рассказа о двух орхидеях. Они мне достались в наследство, и по моим предположениям, этим орхидеям примерно от 8 до 10 лет. Причем пересадка одна единственная была около 8 лет назад. И я их разобрала, обработала, все это вам показала, как я это сделала. Это было видео от 10 июля. Сейчас начало августа. Давайте посмотрим, что произошло за это время с этими двумя орхидеями. Одна из них старая и самая такая проблематичная, на мой взгляд. Кстати, поставлю вот здесь картинки, они не вошли в прошлое видео, когда я разбирала орхидею, вынимала из горшка, какой был там пучок гнилых корней и какой был горшок, оба горшка зеленого цвета по окрасу, но какое количество водорослей было в этом горшке. Когда я промывала, наверное, в пол моего пальца толщиной был вот этот налет водорослей внутри. Так что картинки тоже будут. Ну, давайте смотреть, что же с этой орхидеей. После того, как я их обработала, поставила вот такое кашпо. Я за эти дни ни разу не вытаскивала орхидею из кашпо. Вода, когда высыхала, ну почти вся, был один такой момент, когда я не уследила, и воды не стало. То ли она ее выпила, то ли от жары эта вода высохла. У воды не появилось какого-то неприятного запаха. Сейчас мы ее один-единственный раз достанем из горшка и посмотрим, что там происходит. Водоросли, зеленый оттенок, красноватый оттенок от Максима, все осталось в этом горшке. Но вот запаха нет от воды никакого, хотя корни достаточно водянистые и гнилые. Я предполагала, что так будет, потому что корни эти очень старые, а старые корни, чем бы мы их ни обрабатывали, они сгнивают в воде. Поэтому на первое время нам нужны эти старые корни, а особенно вот эти живые тяжи. Но когда начинает орхидея растить молодые корни, можно убирать старые. Если недостаточное количество молодых корней, то мы снимаем этот гнилой веламен. И оставляем такие светлые тяжи. Это работающий цилиндр, это сам корень. Мы его называем тяж. Если нам нужно, чтобы орхидея еще постояла какое-то количество именно на наращивание корней. Как всегда, у нас посторонние звуки присутствуют, потому что под столом находятся и Сёма, и Ричи. Они там выясняют отношения. А вот такой корень остался плотным, но в процессе он тоже сгниет. Здесь корни стали сухие. Веламен стал сухой. Но дальше идут вот такие тяжи. Это все тоже сгниет. Остаются только вот такие молодые корни. От старых корней. Вот видите, опять был старый корень. Вот она перетяжка. И начинает расти новый корень от него. Пошел корень от шеи.
что очень хорошо. Можно орхидею посадить в таком состоянии, а можно ей еще недельки-две дать возможность вот этот корень подрастить и тогда сделать посадку. То, что касается листьев. На этом листе было черное пятно, оно так и осталось. Здесь тоже есть пятна, погрызы от клещей. Вот такие пятна, но я внимательно смотрю за этой орхидеей, у нее нет никаких вредителей. Здесь тоже от этих пятен все гниет. Ну, я не могу сказать, что гниет, но вот эти сладкие пятна, они тоже могут вызывать какие-то... у меня вызывают неприятные ощущения. На орхидее пока вот все как было, так и осталось. Я протерла эти пятна, они появились снова. Нет вредителей. Нет на ней вредителей, но все, вот эта липкость вернулась такая же, как и была. Сёма, нельзя корни трогать, нельзя у орхидеи корни трогать. Я оставлю еще и понаблюдаю за этой орхидеей. Вполне возможно, что так проявляется у нее гутация, но думаю, что через 2 недели я ее посажу. А эти листья, они, когда начнут расти новые, большие новые листья, они просто сами уйдут. Отпадут, уйдут, она возьмет от них то, что ей надо. Начал расти новый листик, но здесь мне не нравится то, что он обернут вот такой сухой частью старого листика. Сейчас попробую эту часть убрать. Хотя она так там плотно, что убрать ее сложно. Она немножко мешает. Сейчас потихоньку попробую кусочками ее убрать. Вообще она так засохла. Не хотелось бы здесь ее размачивать. Немножко попробую убрать. Она не мешает сильно, но вот этот листик в нее, начало листика упирается. Не хотелось бы повредить и молодой новый листик. Хотя бы отогнуть чуть-чуть. Так, отогнула и отрежу эти маленькие засохшие части. Все, больше ничего не буду делать. И вот в таком состоянии, в ту же самую воду, в которой она и стояла, я ее возвращаю. С этой орхидеей все. Вот пришел наш Сёма. Наш самый активный помощник присутствует. Как всегда, со своей любимой песней. И теперь вторая орхидея. Ну, все то же самое. Не доставала ее ни разу из горшка. С водой все то же самое. Запаха у воды нет. А вот эта красавица. Посмотрите, сколько корней.
Если кто-то посмотрит первую часть, вот с этой орхидеей я очень долго снимала все чешуйки, и здесь боролась за один единственный корень, который был. Сейчас я вам покажу его. Ну, бороться-то я боролась, но все равно, видимо, повредила. Вот этот маленький корешок, он подрос чуть-чуть. Но когда снимала эти чешуйки от шеи, показывала такие маленькие-маленькие зелененькие, как бы их назвать, пупырышки. Это были зачатки корней. И вот из этих маленьких пупырчиков наросло вот такое количество корней. Давайте посмотрим, что у нее со старыми корнями. Да, конечно, точно так же. Орхидея гноит корни. Но эти корни очень старые. Мы же не знаем, сколько им даже лет. Поэтому это все естественно и нормально. Сейчас мы пообрезаем здесь ненужные нам корни, которые совсем высохли или сгнили. Так, с этой стороны неудобно. Убираем вот такой корень. Уберем и вот эти корни. Они сухие со всех сторон и гнилые. Один корень убираем и еще один. Теперь давайте еще посмотрим, какие у нас интересные есть гнилые корни. А вот эти все плотные. И вот, казалось бы, на старом, почти гнилом корне начали расти молодые новые корешки. Этот тяж мы тоже убираем. Я думаю, что эту орхидею мы сейчас посадим. Вот такие начали расти на старых корнях. Вот еще пошел рост. Окажется, что корни гнилые. Вот такие орхидеи. Сухие части веломена убираем. Приходится убирать сверху корни. И не могу я отрезать этот корень, потому что здесь есть молодые корни. Очень уж длинные кочерышки у этих орхидей. Не буду здесь сгибать. Но вот эта часть, вот сантиметра 3-3,5, вот эту часть, она совсем сухая, ее можно обрезать. А с корнями, которые... Сейчас как бы вам их померить. Так, давайте вот так. 5 сантиметров можно сажать такую орхидею. Это новые молодые корни. И я думаю, если мы ее сейчас посадим, она у нас очень быстро примет посадку и начнет расти. Тогда давайте убирать вот эту сухую часть. Сейчас это будет сложно. Она сильно одеревенела. И вот что у нас осталось. Вот этот тяжек можно тоже убрать. И вот с таким количеством корней орхидею можно посадить. Тем более, что за это время она вырастила один лист побольше и растит следующий листочек. Вот он, пока поменьше. То, что касается корней, она не только выпустила корни от кочерышки, но 3 корня растут новые от шеи.
Вот эту орхидею я сейчас посажу. И будем теперь наблюдать за той, которая будет посажена. И еще дадим пару недель постоять второй орхидеи в воде. Я возьму горшок 2,3 литра. По виду листьев орхидея была не маленькая. Горшки у меня всегда двойные, посадки простые в керамзит. Распределяю корни в горшке так, чтобы орхидея оказалась посередине горшка. Это можно сделать небольшим таким поворотом корней, как бы мы их закручиваем в горшке. Или в одну, или в другую сторону, но в какую удобнее. Или постараемся сейчас распределить. Не хочется же корни ломать. Вот так. И засыплю. Я посадила орхидею, постаралась это сделать так, чтобы все молодые корни оказались в керамзите. Все были засыпаны. Не видно корней в горшке, но я надеюсь на то, что эти корни очень быстро начнут отрастать, и их станет видно по краю горшка. Поливать буду, как все остальные орхидеи, с единственной поправкой на то, что корней не видно, поэтому буду смотреть по просыханию. Ну, в общем, как-то определюсь. Иногда можно посмотреть на рядом стоящую орхидею, примерно в таком же размера горшке, у которой видны корни. И будет понятно, что они просыхают одинаково, если я их полила в один и тот же день. Но здесь есть небольшое но. Вот эту именно орхидею я сейчас не могу начать поливать с удобрением. Потому что производитель Максима не рекомендует удобрять орхидеи в течение 2-3 месяцев после этой обработки. Поэтому сначала будет чистый полив. Был у меня такой опыт, когда я поливала после обработки Максимом через 2-2,5 месяца. Опыт хороший, все прошло без сучка и задоринки, поэтому месяц я ее буду поливать просто чистой водой. Пусть привыкает к посадке, пусть начнет растить корни, а потом посмотрим, начать ее поливать удобрением или нет. Дней через 15-20 очень бы хотелось пересадить эту орхидею. Если она продолжит точно так же растить корни и растить листик, я постараюсь вам показать и эту пересадку. Но заодно и покажу, что будет происходить за это время с этой орхидеей. Если вам интересно узнать продолжение истории об этих орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.